Представьте, пришли вы в гости, где милый ребенок огорошил вас вопросом. Галя, можешь такого шить? Вот это задача. Сшить-то, наверное, можно, но где взять такой яркий материал? Это не котенок Барсик, а какая-то пчела Майя. Надо посмотреть свои запасы. Всем привет, меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Дома я нашла вот такой лоскуток черного материала и оранжевую бархатную ленту. Форма котика в виде сердечка. Сгибаю лист бумаги пополам и, немного увеличив, намечаю контур. Вот такая выкройка у меня получилась. Ткань полосатая, и полосочки я хочу разместить горизонтально, как штрихи карандаша. Я измерила ширину тесьмы и расчертила выкройку на полоски. Теперь можно разметить булавками на ткани границы притачивания бархатных полосок. И пришить их. Я уточнила контур швов и добавила 1 сантиметр на припуск. Но прежде чем сшить этого барсика, нужно подготовить ушки-треугольнички, хвостик и молнию, хотя можно обойтись и без нее. Вот теперь можно шить. Я оставила незашитый участок, через который вывернула котика. Втачала молнию. Барсик почти готов. Осталось пришить глазки-бусинки с красными зрачками, как на рисунке. Носик я вырезала из пластика в виде сердечка произвольной формы.
красный трикотаж, кусочек синтепона и пластиковую деталь соединяю. И носик готов. Можно пришить цепочку с карабином и подвешивать кота-ученого на рюкзак. Я еще вышила усы, как на картинке. И наполнила холофайбером. Можно было конфетами. Вот такой барсик получился. Мне кажется, для ребенка это просто чудо. Нарисовал игрушку, она становится настоящей, и ей можно играть. И не обязательно быть художником.